Есть много людей, которые называют себя руководителями, но на самом деле руководителями никакими не являются. Очень часто такое бывает. Понимаете, есть парень, он менеджер отдела, начальник отдела, руководитель департамента или что-то еще. С него спрашивают больше. Но на самом деле у него там даже подчиненные какие-то есть. Но он на самом деле не делает ничего реально для управления этими людьми, для управления этими подчиненными. Более того, он еще ведет себя таким образом, что не как руководитель, делая ошибки как руководитель, что полностью уничтожает его статус в глазах его подчиненных. Смотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу про ошибку, о которой вообще мало кто знает и мало кто осознает, что ее совершает. И это, можно сказать, такие вредные советы для руководителей. Что надо делать, чтобы не стать руководителем настоящим, крутым никогда. Первый совет. Делай работу сам. Не отдавай ее подчиненным. Потому что так, если ты делаешь работу сам, ты можешь показать, какой ты классный специалист, какой ты умелый, какой ты эксперт. Все будут понимать, что ты просто самый лучший чертов дизайнер. Ты самый крутой продавец, который может закрыть любого клиента. На тебя будут направлены восхищенные взгляды. Все будут знать, какой ты замечательный, крутой, профессиональный. Тебе будут говорить об этом, это приятно, это кайфово. Тебя будут уважать. Если вы встречали таких ребят в жизни, такого, знаете, умелого, веселого, заряженного руководителя, ставьте лайк этому видео. Да, если ты находишься на такой позиции руководителя и при этом проявляешь высочайший профессионализм, собственноручно выполняя работу, тебе будут аплодировать. Это приятно. Наш начальник отдела такой молодец. Он закрыл такую крутую сделку. Он закрыл такую сделку, что обеспечило выполнение плана по продажам всего отдела. Молодец. Честь тебе и хвала. Работай своими руками. Спасибо. Ну, минус, правда, в том, что чем больше ты это будешь делать, тем больше ты будешь работать своими руками. Вредный совет номер 2. Никогда не обучай своих подчиненных. Вообще обучать людей, передавать им свои знания – это опасно. Они могут стать умными, они могут сами стать умелыми, они могут, в конце концов, тебя подсидеть. Они могут подорвать твой статус героя. Поэтому вообще ничему не надо их учить. Не делай этого. Тебя же, в конце концов, никто не учил, правильно? Ты сам разобрался, и поэтому это справедливо. Почему ты должен кого-то учить, если тебя никто не учил? Будь просто самородком, чертовым гением, звездой экрана. Тебе все будут завидовать, девушки будут тобой восхищаться, или наоборот, юноша, если ты девушка. Начальство будет тебя ценить невероятно, потому что, где ты возьмешь еще такую звезду? За тебя будут держаться. Ты, кстати, есть и хороший позитивчик, ты сможешь выкручивать руководителям руки по поводу повышения заработной платы, бонусов, каких-то дополнительных привилегий. Прекрасно. Правда, есть нюанс. Твое подразделение не сможет расти, скорее всего, будет неуправляемым, и любая проблема, которая будет прилетать в твое подразделение, она будет прилетать лично тебе. Но ты всегда сможешь, как герой, как этот Давид, который справился с огромным Голиафом, продемонстрировать свою компетентность, справляясь с этими проблемами. Нюанс такой, что их будет становиться со временем больше. Третий совет. Никогда ни в коем случае не отдавай никаких письменных инструкций. Постарайся даже не отдавать никаких письменных распоряжений. Это очень опасно. Понимаешь, когда ты что-то пишешь на бумаге, особенно если ты пишешь действительно какую-то ценную вещь, как выполнять работу или как справляться с какими-то проблемами, пишешь это в виде инструкции, есть большая вероятность, что кто-то это прочитает и начнет это именно так делать. Понимаешь, пока ты говоришь об этом просто устно, во-первых, как правило, это просто в одно ухо вылетает, в другое вылетает, и никто ничего не понял, так что все идет хорошо, как мы и запланировали. А во-вторых, даже если это понимают и начинают применять и получать результаты, ты являешься очень ценным, потому что это исходит из твоего рта. То есть этот рот нужен для того, чтобы, когда появятся новые сотрудники, туда что-то тоже влетало и так далее. Ты обладаешь колоссальной ценностью.
А если ты напишешь это на инструкции, понимаешь, это можно скопировать, это можно кому-то передать, переслать, и тогда много людей могут это прочитать, и они начнут так действовать. И они начнут получать результаты. И ты станешь не таким важным после этого. Ты можешь даже перестать быть звездой экрана и потерять все свои привилегии, поэтому никогда письменно ничего не отдавай. Никаких распоряжений, никаких инструкций. Но здесь, правда, есть нюанс. Тебе придется много работать для того, чтобы рассказывать о том, как решать проблемы и так далее. Но ты же не боишься работы, правильно? Итак, 4-й совет. Он очень важен. Это очень глубокая вещь. Никогда не надо строить никаких настоящих планов. Когда я говорю план, это конкретный список задач, который приведет к достижению цели, каких-то количественных результатов. Это конкретный список задач, в котором есть приоритеты и так далее. Вот никакого такого планирования нельзя допустить в принципе. А особенно нельзя допустить, чтобы у твоих сотрудников были такие планы. Потому что если они начнут делать такие планы, то ты перестанешь быть для них важным и нужным. Они очень быстро, благодаря вот этому планированию, они очень быстро разберутся сами, за счет чего они получают результаты. Они смогут быть очень в большой степени самоходными, потому что когда человек видит весь список задач, которые ему надо сделать, он в состоянии понять, что более важно, а что менее важно. Более того, возникает ужасная вещь, возникает у самого человека мотивация и желание выполнить этот план. Биржевые манипуляции, агрессивная торговля, всякая такая ерунда. Ясно? То есть он сможет работать сам в большой степени. Ты никак не сможешь на это повлиять. То есть ты как руководитель, который как коршун витает над всеми и клюет их в тот момент, когда это нужно, как человек, который держит руку на пульсе или держит вот эти вот ниточки, которые ведут к марионеткам, ты становишься не нужен в такой роли. Ты можешь потерять свое влияние, ты можешь потерять свою власть. Деятельность становится слишком предсказуемой, слишком управляемой. А что, если они начнут получать больше результатов еще при этом? Поэтому совет все-таки такой. Никаких планов на бумаге. Все должно быть у тебя в голове. И желательно, чтобы планы были приблизительные. Потому что если ты не озвучиваешь никакие точные планы, никто не сможет тебя на самом деле обвинить, что что-то не получилось. Потому что у тебя тогда всегда все получается. Ты удачник. И в этом главный кайф на самом деле не иметь плана. Если ты не имеешь точного плана, ты никогда не можешь его провалить. Ты всегда можешь чувствовать себя просто супергероем, независимо от своих результатов. У тебя высокая самооценка, все аплодируют, ты счастлив. Никогда не будет ощущения провала. Но есть, правда, нюанс, что при увеличении количества подчиненных тебе, правда, придется вот этим вот ежеминутным управлением заниматься все больше и больше. Ну что ж, это цена успеха. А 5-й совет тоже очень важный. Он такого высокого уровня. Его нужно понимать. Никогда не проводи координации своих сотрудников, на которых они садятся вместе где-то и обсуждают свои планы и согласовывают друг с другом. Вообще желательно не сводить их вместе, чтобы они могли поговорить. Потому пусть каждый лучше выполняет свою отдельную работу, которую ты поручил, и которые они знают, как делать. Им не обязательно знать, что делают все остальные в этой команде. Почему это важно? Потому что если это так, то в случае какой-то ошибки, какого-то поражения, ты всегда найдешь, на кого свалить проблемы. Ты всегда найдешь, кто был виноват или как это является козлом отпущения в этой ситуации. И никто этого даже не заметит, что ты сделал этого человека козлом отпущения. Вот. Так как действия не согласованы, никто не знает, что происходит. У тебя будет полный контроль, ты сможешь делать с ними все, что хочешь. Есть, правда, тоже недостаток, это то, что будет требовать очень много твоего внимания, ручного и так далее, но ничего не поделаешь. Такова цена вопроса. Так что следуй этим 5 советам, если ты не хочешь стать профессиональным руководителем. А если вы все-таки хотите освоить инструменты руководителя и стать руководителем по-настоящему, и умело управлять командой, которая решает вопросы, и вам не надо быть супергероем в этой игре, регистрируйтесь на мой мастер-класс «Как усилить команду и повысить эффективность бизнеса, чтобы выжить в трудные времена». Ссылка на этот мастер-класс в описании к этому видео. Успехов!